Всем привет! Вы на канале Gamiko. Как я и обещал, в сегодняшнем выпуске я вам покажу, какие проекты мне удалось сделать и чему я смог достичь за этот короткий промежуток времени. Если готовы, то погнали! А если вы впервые на этом канале, то обязательно подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропускать мои выпуски. И прежде всего я хочу упомянуть то, что это видео я снял не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы заставить вас двигаться вперед и развиваться, и убедиться в том, что разработчиком игр может стать каждый. Вот это самая первая игра или проект, который я создавал на Unity. Она была создана для того, чтобы попрактиковать то, чему я научился. Коллайдеры, управление клавиатурой, физикой и все такое. Как вы можете увидеть, здесь имеется просто сюрикен и в заднем фоне синий цвет. Ну, синий или фиолетовый. И просто происходит управление клавиатурой, кнопками V, A, C, D или стрелками. Следующий проект был подобием игры Google Динозаврика. Наверняка она всем знакома, она появляется, когда нет интернет-подключения в браузере Google Chrome. Так как игра состоит всего лишь из нескольких компонентов, это игрок, препятствия и облака, и так как графика здесь пиксельная, все это нарисовал я сам на фотошопе. Так как эта игра бесконечная, то мне нужно было использовать бесконечное количество раз создавать какие-либо объекты. В этом случае это препятствия и облака. Как вы заметили, имеется всего лишь два вида препятствия. Это один тонкий и другой широкий. И имеется также два типа облаков. И все это делается на Unity очень просто. И на создание этого проекта ушло всего лишь 2 часа. После Google Динозаврика я захотел сделать свой платформер и нарисовал все спрайты сам. Также создал анимации для монет и черепахи. Как вы можете видеть, имеется анимация ходьбы и прыжка у черепахи, есть эффект вращения монет. Не знаю почему, но я потерял интерес и не продолжил проект до конца. Далее я захотел сделать игру наподобие Flappy Birds, одна из самых популярных игр, где нужно управлять птичкой и проходить через препятствия. Но игра получилась вовсе не подобием Flappy Birds, а просто птичка, которая двигается вверх и вниз, а не та, которая поднимается только вверх за счет кликов. Это произошло из-за того, что у меня не было недостаточно знаний для написания такого кода, который будет управлять птичкой за счет касания. Все, что было создано до этого, это результаты того, чему я научился от русскоязычного контента. И подумал, а что если изучать от английского контента, ведь у меня английский на неплохом уровне. Затем я начал смотреть различные уроки и нашел очень крутой канал в YouTube. Может, вы его знаете, это Breakies. Крутой человек объясняет все на наивысшем уровне. И все становится понятно, зачем, почему, откуда, как все это взято. И после всего этого мне наконец-то удалось создать что-то нормальное. А именно игру, которую я назвал Square. Вначале она выглядела вот так. Как вы можете увидеть, идея очень простая. Имеется зеленый куб. Она будет автоматически двигаться только вперед, а игрок должен управлять этим кубом, то есть двигать вправо или влево, проходя через препятствия, и должен дойти до финиша. После неких обработок и улучшений мне удалось довести ее до такой степени. А если вам этот выпуск понравился, то обязательно подпишитесь на канал и поставьте лайки. А также в комментариях напишите, какая игра вам понравилась больше и какую игру бы вы захотели сыграть. А с вами был Gamiko. До скорых встреч. Всем пока.